Всем привет! Недавно на своей основной работе я с коллегами отпраздновал небольшой праздник, прям историю успеха. Мы выпилили из компании полностью докер, на котором работали приложения. Это звучит довольно странно, учитывая, что последние 10 лет тренд – это сплошная докеризация. Но сразу, забегая вперед, хочу сказать, что от докера мы не отказываемся и в будущем смотрим на него с энтузиазмом, но хотелось бы, чтобы управление было более удобно им. Поэтому мы выбрали в качестве оркестрации Kubernetes, с которым в компании люди были незнакомы до текущего момента. Поскольку я планирую много работать с кубером, экспериментировать, конфигурировать и так далее, то мне нужна какая-то лаборатория, где можно будет практиковаться. Поскольку я люблю и работаю с двумя операционными системами, это Linux и FreeBSD, учитывая, что Kubernetes это Linux-центричная технология, Docker и Kuber это чисто Linux софт, я захотел посмотреть, что может преподнести FreeBSD в этом плане. Ну, в первую очередь, это, само собой, хорошая интеграция и работа файловой системы ZFS. Я с ZFS знаком с 2006 года, используется в промышленном эксплуатации и на Solaris, и на BSD. А вот с проектом ZFS on Linux я обжигался очень много раз. Там попытки были, и результаты плачевные были. Поэтому в первую очередь хочется использовать ZFS. И второе, что приходит на ум, это Beehive гипервизор, в котором, собственно, и придется запускать Kuber, Docker и все, что с ним связано. Поскольку я в свободное время являюсь контрибьютором проекта CBSD, то я набросал за пару часов небольшой каркас модуля для облегчения работы с деплоем Kubernetes и сделал клауд-образ. Давайте посмотрим, что это дает в работе. Если вызвать стандартный диалог для создания виртуальных машин, мы можем выбрать образ Cloud Kubernetes, заполнить какие-то параметры, если не подходят стандартные. И за примерно секунд 30 получить уже готовую машину. То есть образ создается из снапшота. И, собственно, довольно быстро мы можем получить над ней контроль. То есть что из себя представляет этот образ? Это Linux, на котором уже установлен Kubernetes пакет. То есть вам не нужно проходить каждый раз долгую стадию инсталлятора, чтобы поставить операционную систему, и не нужно устанавливать, выкачивать пакеты, конфигурировать как-то. То есть все готово. В довольно сжатые сроки можно поднять и работать. Здесь стандартная kubectl утилита. И для тех, кто более-менее любит все настраивать руками, это, в общем, готовый образ, с чего можно начать. Но модуль я написал в первую очередь для того, чтобы не повторять большое количество однотипных объяснениях операций. Поэтому мы можем сразу создавать уже готовый комплексный кластер, в котором есть мастер и в котором есть воркеры. Имя модуля
одноименно, то есть K8S. Любая команда в CBSD, она может выводить встроенный справочник и входящие аргументы. Посмотрим, что здесь есть. Список состоит из небольшого количества команд. Я думаю, он будет расширяться, если у меня не будет пропадать интерес. Мы можем... То есть создание кластера, оно состоит из нескольких шагов. Это Bootstrap ноды, это получение токена и join. То есть мы можем каждую операцию делать последовательно. Давайте попробуем. Указываем количество мастеров. Указываем количество нод. Пускай будет 3. Что я опять не выдал тут? Потому что модуля нету такого. Bootstrap 1. То есть, что нам предлагает CBSD помимо ZFS и Beehive? Это некая последовательность, состоящая из выполнения внутренних команд в госте по конфигурации, а также менеджмент IP-адресов. То есть в данный момент она автоматически определяет по маске имя, которое можно взять для виртуальной машины. То есть 2, 3, 4, 5 последовательность идет. И автоматически назначает свободные адреса из пула. То есть пул заранее определяется. И система здесь помогает в том, что даже такие действия она берет на себя. Некоторые операции работают параллельно, некоторые последовательно. То есть здесь у нас появилось несколько нод. И мы можем дальше, допустим, просетапить мастер. Setup. Кстати, если вызывать просто K8S, это будет по умолчанию info. То есть мы видим, что мастер и нода не инициализированы, токена нету, но машина у нас уже есть. Давайте просетапим мастера. В принципе, для тех, кто много экспериментирует, много работает, особенно это для QA, я считаю, что в FreeBSD, ZFS и Beehive это реально находка, потому что мы можем очень быстро, и Cloud Init, конечно, потому что можем очень быстро разворачивать какие-то инстансы, быстро делать запросы, эксперименты и уничтожать. Если есть достаточно большое количество решений типа OpenNebula, Proxmox, Triton и так далее для работы с виртуальными машинами через UI, то в CBSD мы можем автоматизировать. Это некий фреймворк, над которым можно писать различные сценарии. Достаточно удобно. Так, что у нас? Мастер отконфигурировался. Мы можем взять токен. И почему-то не можем. Потому что он у нас не запущенный оказался. Так, это куб 1, наверное, не тот, который я
создавал. Мастер это куб 2 у нас. Да. Наверное, потому что у меня осталась информация от старого кластера, который я разворачивал. Давайте попробуем сделать reset. Точнее нет, reset это обнуляет конфигурацию, но не уничтожает. А полностью уничтожение это destroy. Как я уже сказал, это можно делать последовательно, но если вы перечислили аргументы в строчке, то модуль сам разбирает, в какой последовательности все нужно делать. Поэтому давайте попробуем совсем по-взрослому развернуть за один проход атомарно кластер с Kubernetes от начала до конца, когда система все сделает сама. Так, сейчас мы удалим. По всей видимости, у меня просто осталась информация от старого кластера, поэтому токен он пошел брать. Нет, куда надо. Так, у меня, кстати, здесь система неплохой конфигурации. По-моему, модул. Один диск у меня всего в 3 терабайта, но 54 ядра и 256 гигабайт оперативной памяти. Для экспериментов вполне неплохо. За рамками этого обзора работа с несколькими физическими нодами, поскольку мне для лаборатории достаточно одной машины, но будет время, можно будет подумать, что можно улучшить так и так. Давайте сразу напишем все, что нам надо. Нам нужен bootstrap join. Join это автоматическое подключение нод к мастеру. Reset нам не нужно. Setup мы можем указать как мастера, такие нод. Нам потребуется токен. И укажем какую-то конфигурацию из одного мастера и пускай будет 5 нод. Ждем. На самом деле это хороший вопрос, если подумать о каком-то развитии вот этого модуля, поскольку выглядит очень неплохо идея использовать VXLAN, а также P9FS для организации какого-то, совсем такого не черного ящика, но комплексного решения на базе Beehive по созданию Kubernetes кластера. То есть мы можем шарить ресурсы, мы можем организовать на P9 единую файловую систему между докерами и можем организовать единую L2 сеть между различными физическими нодами. Плюс получаем failover, поскольку здесь мы можем использовать дискретную репликацию на базе ZFS. И если у нас скоро появится flag migration, то это тоже очень неплохой бонус для организации масштабируемых кластеров отказоустойчивых. Некоторые сейчас операции, они параллелятся. Сейчас, поскольку это все интерактивно работает, я не могу открыть параллельно запрос сделать. Но там, где необходимо и там, где можно, CBSD параллелит операции. Поэтому, по сути, вот она запускает последовательно
или параллельно какие-то команды, допустим, запуск виртуальной машины, а потом есть шаг, когда она дожидается окончания от всех. То есть здесь она запустила все виртуальные машины, но она не идет дальше, пока все машины не ответят, что они онлайн, они доступны. То же самое с шагом setup, когда мы конфигурируем ноды. Здесь команда на setup, она ушла параллельно, но мы ждали последнюю ноду, которая, может быть, опаздывала, чтобы дальше идти со всеми нодами. Если там кто-то один отстает очень сильно, то нет смысла дальше кластер делать. Так, токен приняли. Поскольку у меня kubectl в FreeBSD установлен, то я, собственно, могу не заходить в мастер ноду кубера. Я могу прямо с FreeBSD сейчас управлять кубером, поскольку токен, он экспортировался. Ну, по крайней мере, так написано. Сейчас происходит самая долгая операция. То есть ноды, они регистрируются на наш мастер. Из to-do, что еще хочется выделить, это мастер у меня сейчас здесь один возможен. Если будет время, в принципе, почему бы не добавить мультимастер и репликацию, но для моих пока тестирований и задач это хватает. Но здесь можно делать неограниченное количество, сколько физических ресурсов будет на машине. И через конфигурационный файл у меня менеджерится, какие ресурсы конкретно давать мастеру и ноде. То есть какого объема жесткие диски, количество ядер и оперативная память. Так, если Ctrl-T нажать, наверное, что-то здесь идет, процесс. Это вывод был какой-то одной машины. Ждем. Cloud образа у меня генерируются автоматически, но делается это не очень часто. Это где-то раз в неделю происходит, для того, чтобы взять последние апдейты. Достаточно обкатанная уже процедура. То есть раз в неделю Beehive запускает ISO-образ оригинального дистрибутива и по Pixie протоколу загружает и применяет различные сценарии для неинтерактивной установки операционной системы. После чего накатываются патчи, и система экспортирует образ. Ну, 5 нот джойнится не очень быстро. Может быть, есть какой-то более быстрый процесс, но я использую обычный kubectl join, который экспортирует мастер при инициализации. То есть я не использую никакие различные хелперы. Я знаю, что достаточно много скриптов у кубера для разворачивания. И, собственно, просто по официальной документации сделано. Так, на какой именно ноде сейчас тут не видно. Куб 3, наверное, да, это сейчас ответил. А там было. И там тоже куб 3 было. Что на третьем кубе стало.
Так. Жива ли она? Немножко спиндил. Ну, выглядит все достаточно живехонько. Ну, если смотреть статус, то сетап прошел у ноды, по крайней мере, некоторых, и токен мы получили. То есть, если мы сделаем куб КТЛ Betnuts, какой ответ мы должны вразумительно увидеть. Ну, в принципе, сколько их? 6. Все 6 у нас уже зарегистрированы. Не очень понятно, почему не завершилась, видимо, какая-то бага. Не отпустила скрипт. Вот, собственно, кластер под контролем. Можно заходить на каждую ноду, можно отсюда управлять. Вот, в качестве примера у меня есть скрипт с официальной документацией Kubernetes для создания тестового контейнера. Выглядит он так. Здесь запускается Nginx с Host Network. Давайте попробуем применить его. Оно делается через kubectl apply и имя конфиги. Собственно, под создан, shell demo называется. Можно попробовать так. По-моему, так и заходит. То есть там, насколько я вижу, Nginx, и больше ничего он должен монтировать. Шардатов, не знаю, создан у меня или нет. Он автоматически создался на 6-м кубе. Собственно, здесь у меня Nginx должен быть, да. Вот что-то есть. Так, 6-й куб. Наверное, я могу с ноды обратиться на него. 6-й куб. 14-й эпишник, да, все правильно. Давайте обратимся на Nginx. Опа. Forbidden. Ну, по крайней мере, это Nginx отвечает. Скорее всего, Forbidden, потому что у меня волюмов таких нету. Не знаю, как работает эта конструкция, создает ли она волюме. Ну, по крайней мере, Nginx у меня там в порядке работает. Собственно, все, это вся демка. Какие-то есть идеи и предложения по развитию модуля? Welcome. Пишите. Всем пока.